мужчина решил инсценировать свою смерть и посмотреть, кто же придет на его похороны. В Сиднее несколько дней подряд спал абсолютно голый. Если Мишка получился круто на фотографиях, то вот у лошадок Пржевальского есть с этим проблемки. Установлен новый поцелуйный рекорд. Вот такая вот крутая миссия у мальчика. Неизвестная личность подкладывает сосиски в почтовые ящики жителей Новой Зеландии. Всем привет! Привет, друзья! Это видеоверсия нашего хорошего подкаста. И мы собрали для вас самые интересные, самые хорошие и самые странные истории и новости за первые 2 месяца 2023 года. И с вами, конечно же, Саша Бахарева и Ефим Чайка. Поехали! Погнали! В Петербурге Бэтмен спас девушку от ограбления. Неизвестный мужчина решил похитить у девушки сумку, в которой, кстати, было 700 тысяч, которые эта девушка сняла для того, чтобы открыть маникюрный салон. В тот момент, когда довольный грабитель уже бежал с сумкой, его решил остановить Бэтмен. Вернее сказать, это был человек в костюме Бэтмена, но это не уменьшает его подвига. Как выяснилось, супергероя зовут Роман. И после произошедшего девушка зашла в компанию, в которой он работает, и попросила начальство похвалить ценного сотрудника. И вдобавок, за возвращение сумочки девушка вручила Бэтмену Роману 10 тысяч рублей. Мы живем в Петербурге и ходим по Невскому проспекту. И обязательно, я думаю, нужно сходить и посмотреть на этого Бэтмена. Кстати, я его ни разу не видел. А мне очень любопытно. Мне тоже. Как он там? И может, он еще кого спас? Кстати, очень даже возможно. Парень по имени Джек, проживающий в Сиднее, несколько дней подряд спал абсолютно голым. А все потому, что ему было очень жарко. И вот в один прекрасный день, находясь в своей спальне, он услышал, что кто-то открывает дверь его спальни. И он надеялся только на то, что это не мама, потому что ему, конечно же, не хотелось предстать в таком виде перед родительницей. Однако это была не мама, а грабители. И как раз один из них пытался проникнуть в спальню Джека. Открыв спальню, он увидел голого Джека. Выругавшись, грабитель решил сбежать, взяв с собой напарника. И, собственно, их след простыл. Джек попытался их догнать, но понял, что он немножко голый. Потом он решил позвонить в полицию, объяснил всю ситуацию, объяснил, почему он не решился догонять этих грабителей. И, конечно же, замечательность всей этой ситуации в том, что грабители ничего не успели украсть, а только посмотрели на голого Джека. Мне кажется, он просто чертов гений, причем случайно. Случайный чертов гений. Да. А может, это будущее сигнализации и ловушек для воров. Да. Ловушки нового поколения. Ловушки нового поколения. Представляешь, через 10 лет будут выпускать голограммы голых людей, которые будут выбегать к грабителям и кричать: «Иди сюда!» Помни фильм «Один дома». Помнишь клоуна, которым Кевин управлял? Да. Вот. Да. Почему нет? Да. Тот же самый голый мужчина. Так что, уважаемые разработчики сигнализации, берите на заметку голограммы с голыми людьми. В Австралии обнаружили самую большую жабу, которую когда-либо удавалось найти. Весит она 2 килограмма 700 граммов, и из-за своих габаритов она получила имя Жабзилла. Тростниковая жаба такого огромного размера может съесть все, что поместится в ее огромный рот, будь то насекомые, какие-то маленькие млекопитающие или даже ваши пальцы. Вот так. Саня, он съест твои пальцы. Нормально. В Бразилии мужчина решил инсценировать свою смерть и посмотреть, кто же придет на его похороны. Этот мужчина работал ритуалистом и часто бывал на других похоронах. И вот ему тоже стало интересно, любопытно, кто же придет на его похороны. За день до того, как сообщить о своей кончине, он написал в соцсетях с помощью ненастоящего аккаунта и выложил фотографию о том, что он в больнице. Через день он опубликовал информацию о своей кончине. Знакомые и близкие подумали, что, видимо, с мужчиной что-то случилось в больнице, вот он и скончался. В день похорон все собрались в часовне, и никто не ожидал появления 60-летнего проказника.
сам Бальтазар, так зовут нашего шутника, сказал, что он не хотел задеть ничьи чувства, он не хотел никого обидеть, а просто решил инсценировать свою смерть, дабы посмотреть, сколько людей придет на его похороны. Но в итоге, когда эта новость просочилась в СМИ, извиняться пришлось не только перед разозленными родственниками, но и перед всей общественностью. Пес по кличке Митя ездит на трамвае. Ну, казалось бы, чего необычного, ездит и ездит. Но удивительно и интересно то, что ездит он один, без хозяйки, хотя хозяйка у пёселя есть, и она отпускает его гулять самостоятельно. Митя не теряется, садится в трамвайчик Чижик и мчится кататься с ветерком. Любопытно, что он никогда не ошибается и всегда точно выходит на своей остановке. Вот скажи, а как бы ты отнесся к тому, что твой пес убегает из дома и катается на трамвае по Петербургу? Ну, слушай, он не убегает же, его она сама отпускает, хозяйка. Ну, само собой, да, но ты бы не переживал за своего пса? Если бы он такую штуку реально каждый раз выдавал, что он бегает где-то, скатнется на трамвай и приедет, то я бы, наверное, не сильно переживал за него. Ну, конечно, как... Все-таки это трамвайные пути. Ну, слушай, я думаю, он не выпрыгивает на трамвайные пути, он все-таки умный пес. Само собой. Вот, поэтому... Ты бы его спокойно отпускал? Я бы его спокойно отпускал и даже говорил: давай-ка, Митька, увидимся скоро, давай 5. Нет, и знаешь, что бы я придумал? Что? Я бы ему сшил кармашек на шею, в который клал бы денежки за проезд. Или БСК, представляешь, проездной, прикрепить ему на ошейник проездной, это так трогательно. Чтобы кондуктор сделал пип. Ну, вообще официальный пассажир, на самом деле, ну, я считаю. Да. Это здорово. Это здорово. Это здорово. 13-летний школьник Паша Абрамов пишет портреты. И это не просто портреты, а портреты домашних животных. Также он пишет портреты и владельцев этих домашних животных, а вырученные деньги за эти самые портреты он отправляет в разные приюты и благотворительные фонды для этих самых животных. Вот такая вот крутая миссия у мальчика. Эта идея появилась при трагических обстоятельствах, а именно после гибели кота Барсика, который, к сожалению, попал под машину. Паша написал уже более 700 картин и является обладателем многих премий в сфере благотворительности. Вот смотри, для того, чтобы посмотреть все экспонаты в Эрмитаже, потребуется 13 лет, даже при условии, что ты потратишь на каждый экспонат по 1 минуте. А как ты думаешь, сколько времени потребуется, чтобы посмотреть все 700 картин Паши? 700 минут. Вот это ты математик. Да, по 1 минуте на картину 700 минут. А это 11 часов с лишним. Ну, приличное количество, друзья, на самом деле. Но мне кажется, это того стоит, это очень интересно. Да. А в это время в заповеднике Колорадо Мишка нашел камеру и сделал 400 селфи. 400! Как говорят сами сотрудники департамента дикой природы, он выглядел очень мило и решил, что просто удалит эти снимки позже. Сделал он это на специальную фотоловушку, которая была установлена в заповеднике. И многие из этих снимков получились достаточно удачными и уже разлетелись по интернету. Если Мишка получился круто на фотографиях, то вот у лошадок Пржевальского есть с этим проблемки. Вот так они выглядят. И они получились просто странно на этих фотографиях. Сделаны эти фото в Оренбургском заповеднике, а также сам заповедник комментирует эти фотографии так: если вы очень плохо получаетесь на фотографиях, то не переживайте. Лошади Пржевальского тоже страдают от этой проблемы. Кстати, вы знали, что эти животные имеют самый высокий нулевой статус редкости? То есть, простыми словами, это очень редкие животные. И понаблюдать за редкими животными можно теперь еще и онлайн, потому что в Оренбургском заповеднике установлены камеры. Неизвестная личность подкладывает сосиски в почтовые ящики жителей Новой Зеландии. Еще в апреле прошлого года Джейкоб Кудзея, житель Новой Зеландии, обнаружил в своем почтовом ящике сосиску, лежащую на кусочке хлеба. Он подумал, что это просто чья-то пьяная выходка, выкинул эту сосиску вместе с хлебом и на какое-то время о ней совершенно забыл. Но через какое-то время он снова обнаружил в своем почтовом ящике сосиску, лежащую на кусочке хлеба. Поговорив со своими друзьями, он понял, что не один является жертвой какого-то непонятного шутника, но и его друзья тоже. Эту неизвестную личность стали называть сосиской из Серфдейла.
Непрошенная еда до сих пор появляется в разных ящиках, в разных частях города, и поэтому люди обозлились друг на друга, и началась настоящая охота на ведьм. Каждый подозревает каждого. Ну, а мы надеемся, что в городе как-то решится этот вопрос, узнают, кто же эта самая сосиска из Сервдейла, ну и, конечно же, наступит доброе и хорошее отношение друг к другу. Знаешь, кто страдает больше всего от этого сосисочного чувачка? И кто же страдает? Вегетарианцы и веганы. Ну, кстати, да, на самом деле. Вот это утренний привет. Представляешь, какой-нибудь вегетарианец открывает или веган утром свой почтовый ящичек, а там лежит сосиска 3-дневной давности, которая звонялась. Какое себе удовольствие, на самом деле. И он грустит, потому что он знает, что все это не то, что ему нужно утром. Установлен новый поцелуйный рекорд. И это не просто поцелуй, а поцелуй под водой. И длился он 4 минуты 6 секунд. Бет и Майлз, несмотря на свой большой опыт фридайвинга, готовились к этому событию 3 дня. И тем самым они хотели не просто установить мировой рекорд, но еще и показать всем, что такое любовь к океану, чтобы и другие люди тоже пропитались этой любовью. Ну а еще, конечно же, они тем самым отметили 14 февраля, День всех влюбленных. Ну а сейчас, друзья, будут экспресс-новости. И не случайно темой этих экспресс-новостей стали современные технологии. Ничего не упустите, слушайте внимательно, потому что эти новости действительно экспресс. Поехали! И первая новость такая. В Дубае анонсировали летающие такси, которые будут летать со скоростью 320 км в час, а появятся они в 2026 году. Развитие нейросетей набирает обороты. На слуху такие нейросети, как GPT, Midjourney или Stable Diffusion. В это время российские и британские ученые создали нейросеть, способную подобрать хобби для того, чтобы замедлить старение. 3D-принтеры активно внедряются в сферу строительства. В США 3D-принтер напечатал первый двухэтажный дом, и в скором времени они станут более доступны. Это были экспресс-новости. Надеемся, что вы все успели отследить. А если не успели, то мотайте обратно и пересматривайте. Это был пилотный выпуск видеоверсии нашего хорошего подкаста. И если вам понравилось, то ставьте вот такие вот значочки, делайте репосты, оставляйте комментарии, рассказывайте о нас своим друзьям и знакомым, конечно же. Да, слушайте нашу аудиоверсию всех наших подкастов, а их вышло уже много. Да. Ну и, конечно же, с вами были Саша Бахарева и Ефим Чайка. До встречи. Пока-пока. Мы ничего не забыли сказать? Забыли. Что?